Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе Манас кыргызского народа. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева-Рыжбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел свое произведение на русский язык, после чего оба этих варианта разместил на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто желает, может приобрести оба этих варианта на указанном сайте. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. По сигналу богатыри пришпорили коней и атаковали друг друга. От удара Тугалыка в грудь у казаха закружилась голова, и он едва удержался в седле. Разозленный богатырь ударил копьем Калмака изо всех сил. Как ни старался, Тугалык не смог отбить удар. Копье Кокчо застряло в панцире Калмака. Тугалык, у которого началось кровотечение из раны на теле, почувствовал слабость и головокружение. Он попытался освободиться из копья, пока его не убили. Но его намерение не суждено было сбыться. К счастью для Тугалыка, Кокчо не смог свалить его на землю. Тогда Калмак повернул голову своей лошади и бросился бежать. Кокчо последовал за ним и ударил копьем в спину. Тугалык, едва не свалившись с лошади, с трудом удержался на коне. Обняв шею лошади, истекая кровью, он укрылся в рядах своих войск. Кокчо был вынужден прекратить преследование, ибо если он попал в руки калмаков, то стал бы их легкой добычей. Поэтому он повернул коня и вернулся на поле битвы. Кыргызы с громкими криками приветствовали его, поздравляя с победой. Калмаки были этим очень разозлены. Лучше бы отец не произвел тебя на свет, разгневался на Тугалыка Джайсан Джамра. Ты всех нас опозорил, собака. Рослый, мощное телосложение, курносый, с редкой бородой Джамра оседлал коня Алагера и вышел на бой. Когда начался поединок, он на скаку выстрелил в казака издали луком. Стрела пробила 17-слойный щит, пробила броню, воткнулось правое ребро Кокчо. Богатырь взвыл от боли и вытащил стрелу из ребер. Из раны сразу потекла густая кровь. Кокчо почувствовал, что его глаза потемнели, а руки и ноги ослабли. Улыбаясь, Джамра снова вытащил из колчана стрелу, чтобы окончательно добить казаха. Но он не успел вставить ее в тетиву. Кокчо, чья жизнь была в опасности, собрал все силы, подскакал к врагу верхом и ударил его копьем в грудь. От удара Джамра слетел с коня, ударился головой об землю, тут же испустил дух. Раненый Кокчо взял Алагера, вернулся к своему отряду и из-за сильной боли в ребре слег в красной палатке отца. Айдархан, с тревогой наблюдавший за поединком, немедленно подошел к сыну и обмотал его рану белой ватой. В это время на поле битвы вышел с копьем высокий, широкоплечий, смуглый калмакский богатырь Монду Чебен. «Если ты бурут, выходи немедленно!» – заорал он. «Я кого угодно проучу». Среднего роста, плечистый, чернобровый, скуластый, светлолицый мажик решил сразиться с ним.
Как только он вышел на поле битвы, богатыри, не колеблясь, сразу ударили друг друга копьями несколько раз. Когда это не принесло результата, богатыри начали сражаться мечами. Калмак, изловчившись, сумел 2-3 раза кончиком оружия изрезать лицо кыргызу. Не в силах вынести боль из кровоточащих ран, Маджик повернул голову лошади и сбежал к своим. «Будь ты проклят!» — обругал его Урбу. «Почему ты вышел на бой, если слаб и не мощь?» Урбу разозлился и поехал к Мунду-Чебену. «А чего ты хорохоришь-то?» — усмехнулся Калмак, увидев скачущего к нему кыргыза. «Я разбил Маджика, и тебе достанется от меня с лихвой». На поле боя Урбу и Мунду-Чебен долго мерились силами. Они сражались на копьях, мечах, а затем перешли к битве на секирах. Когда Калмак нанес удар первым, Урбу отбил секиру щитом. Затем он сам ударил его по макушке секиры и 2 ударами рассек его на 4 части. Так как в это время наступил вечер, 2 армии разошлись на отдых. Как обычно, Манас начал обходить лагерь, чтобы узнать, как устроились воины. Когда воины видели своего хана, они вставали с места, без колебаний говорили о своих нуждах. Щедрость, великодушие Манаса были известны всем. Дойдя до палатки раненого Кокчо, Манас вошел к нему. «Как ты, кузен?» – заботливо спросил богатырь. «Ребро больше не болит?» «Откуда, Манас?» – нахмурился Кокчо. «Я потерял много крови, поэтому чувствую себя крайне неважно». «Почему ты не принимаешь ОРМГ?» – с тревогой посмотрел на него Манас. «Сразу поправишь, придешь в себя». «Я потерял его», – тяжело вздохнул Кокчо. «Все никак не могу вспомнить, уронил я его или дал кому-то». «Почему ты не сказал мне об этом?» – недовольно спросил Манас. «Я бы дал тебе свое лекарство». Когда он протянул ему лекарство, которое всегда брал с собой, немного смутившийся Кокчо выпил половину, вернул остальное богатырю. «Спасибо, повелитель», – поблагодарил казах. «Я чувствую себя гораздо лучше. Твои добрые слова помогли мне больше, чем лекарства. Раз мы люди, то всегда должны помогать нуждающимся», – улыбнулся Манас. «Гордость и высокомерие от лукавого». В детстве отец рассказал мне об этом интересную историю. Что это за история? В давние времена один вельможа был правителем города. Он носил красивую одежду, ездил на быстрых лошадях, чрезвычайно гордился своей должностью и богатством. Однажды вельможа встретил по дороге мудреца почтенных лет. Аксакал с отвращением покачал головой, увидев его чванство и спесь. «Эй, слуга Бога!» – произнес он. «Бог не одобряет такое поведение». Слова скромного одетого человека привели в бешенство правителя. «Что ты болтаешь, голодранец?» – заорал он. «Ты знаешь, кто я?» «Да, знаю, ведаю», – ответил спокойно мудрец. «Твое начало – грязная жидкость, а конец – вонючий труп. А то, что ты носишь, – это мусор». После этих слов правитель запнулся и навсегда перестал вести себя высокомерно. Короткие, но лаконичные слова, восхитился Кокчо. Смысл, суть нашей жизни мудрец заключил в 2 словах. Начало – грязная жидкость, конец – вонючий труп. Наверное, никто не может сказать лучше. Я тоже так думаю, кивнул головой Манас. На следующее утро поединок богатырей возобновился.
От калмака в бой вступил широкоплечий, среднего роста, желтолицый богатырь Салангир. «Выходи, Бурут!» – громко завопил он. Увидев это, высокий, худощавый, краснолицый кубан из племени Бойгут сел на коня и, крича «Баабедин!», выскочил на схватку. Салангир ударил его копьем. Кубану удалось отбить удар. Затем, вместо того, чтобы воткнуть копье во врага, он показал ему другую форму борьбы. Кубан схватил калмака за пояс и вырвал из лошади, как 6-летнего ребенка. Положив на луку седла врага, как козленка, он спокойно подъехал к своим воинам. «Свяжите его», — сказал Кубан, и, сбросив Салангира на землю, вновь вернулся на Майдан. Когда кыргызы заревели от восторга, калмаки побледнели от злобы. Какой позор! Были вне себя от гнева они. Наши богатыри что, разве котята? Почему они позволяют себя навьючить на лошадь? Вообще, есть ли среди нас кто-нибудь, кто может победить кыргызов? Или все такие же слабаки, как Салангир? Чтобы постоять за честь калмаков против кубанов, верхом на скакуне Тушкулук решил выйти на поединок один из самых известных воинов калмаков, проживающий на берегах реки Чанагара, богатырь Тулус. До сих пор не знал поражений в сражениях. Рослый, широкоплечий, чернобровый, смуглый Тулус вихрем ворвался на Майдан. «Меня зовут храбрец Тулус!» — крикнул он, размахивая копьем. «Хан Акумбешим, двоюродный брат моего отца и мудрец. Буруты, если кто-то из вас сыт по горло жизнью, приходите. Никто из вас не уцелеет. Я сразу причиню ему боль, погашу его дыхание». Его слова не на шутку разозлили Кубана. «Иди сюда, идиот Тулус!» – заорал он. «Я заставлю тебя замолкнуть и разобью твое свиноподобное рыло». Когда богатыри напали друг на друга, калмак легко отбил удар Кубана и сам нанес удар. Его копье вонзилось в бок кыргыза и выскочило сзади. Тулус поднял Кубана на копье, подошел к своей рати и бросил его перед нею. «Пока не убивайте проклятого Кубана!» — крикнул калмак. «Я хочу узнать, почему он испортился и пошел против нас. Он в молодости был приближенным Акумбешима, а теперь стал соратником Бойгута». Разъяренный Тулус хлестнул свою лошадь и вернулся на поле битвы. Увидев его храбрость и силу, кыргызы опешили и безмолвно замерли. «Кто выйдет против меня?» — взревел Тулус, горцуя на коне. «У вас есть настоящий мужчина, кыргызы?» Монаш решил выставить против него рослого, широкоплечего, скуластого, краснолицего богатыря Калмата из народа Каратеид. Получив благословение правителя, Калмат одел свои доспехи и с длинным копьем в руке резво выскочил на бой. Тулус очень сильный воин, подумал. Ясно, что его нелегко победить. А Калмат угробил многих наших богатырей. Человек, одолевший такого богатыря, прославится на всю жизнь, а его имя навечно останется в истории. Поэтому я сделал все возможное, чтобы уничтожить Тулуса. Два богатыря, выкрикивая свои кличи, молясь своим богам, помчались навстречу друг другу. Достигнув середины Майдана, Калмат первым ударил калмака копьем. Тулус отбил удар, сам взмахнул острым мечом с черной стали. Калмак, хватаясь руками за разрубленную шею, из которой хлестала алая кровь, слетел с лошади и тут же испустил дух.
Пусть против меня выйдет хоть сам хан, а не всякая чернь, не одиночка, а хоть целая толпа, грозно крикнул Тулус. Никто не найдет спасения, так что выходит тот, кто желает своей погибели. Этот калмак настоящее чудовище, несказанно удивился Манас. Тулус действительно непревзойденный силач. Он сходу одолел 2 богатырей. Кто из наших джигитов может с ним справиться? Манас с тревогой посмотрел на своих приближенных. Кто пойдет против загордившегося калмака? Спросил он. Кто найдет на него правду? Я, ответил рослый, худощавый, скуластый, смуглый богатырь Мурахим Каиб. А ты сможешь его победить? Сомнением в голосе спросил Манас. Тулус очень опытный воин. Ты же не имеешь достаточного опыта участия в поединках. Калмак легко может тебя одолеть и убить. Поэтому тебе лучше не идти против Тулуса. Вы не правы, согласился Мурахим Каиб. Почему? Правильно, я мало участвовал в поединках, но никто не может назвать меня слабаком. Пока что я не проиграл ни одному из соперников. Поэтому прошу вас без колебаний отправить меня на поле битвы, богатырь. Манас задумчиво посмотрел на него и согласился. Радуясь, Мурахим вскочил на коня и бросился в бой. После начала поединка он атаковал копьем Тулуса. Калмак отбил удар щитом. Затем он схватил за наконечник копья врага и потянул его к себе, чем привел в ужас кыргыза. Горе мне, потрясенно подумал Мурахим. Я не смогу победить этого калмака. Надо спасаться бегством, иначе не сдобровать. Смертельно напуганный Мурахим хлестнул коня, поскакал к своим. Но Тулус не дал ему сбежать. На коне Тушко-Лук он догнал Мурахима, схватил его за талию и вырвал из седла, как 5-летнего ребенка. Затем он положил его на лук седла, подъехал к своим, бросил кыргызам. После этого Тулус неспешно вернулся на Майдан. «Идите сюда, кыргызы, кому жить надоело?» Разгневанно крикнул он, снова унижая кыргызов. Увидев, что Мурахим Каиб стал легкой добычей калмаков, Манас вздохнул, покачал головой. Кыргызы доказали, что они слабее Тулуса. Может быть, братья-казахи смогут одолеть его? Вопросительно взглянул на стоящего рядом богатыря Чагобека Манас. Ну что ж, попытаемся, ответил Сулуки, рослый, огромного телосложения, желтолицый, горбоносый Чагобек. Получив всеобщее благословение, казах сел на коня, повесил на себя оружие и отправился в бой. Увидев его, Тулус снова криво усмехнулся. Посмотри, как он смеется надо мной, разозлился Чагобек. Он, наверное, думает, что уже победил меня. Нет, я не стану легкой добычей для тебя. И не буду сражаться с тобой на копьях и мечах, как предыдущие воины до меня. Как меткий стрелок с 50 шагов из ружья и лука, выбивающий глаз белки, я застрелю тебя издалека. После начала поединка Чагобек выстрелил в Тулуса из ружья, а затем из лука. К сожалению, он промахнулся, и калмак остался жив. Не повезет, так не повезет. С огорчением подумал казах. Впервые в жизни я не попал в цель. К тому же в огромного человека, находившегося в 2 шагах от меня. Теперь у меня нет другого выбора, кроме как бежать от этого дьявола. Чагобек повернул коня и поскакал к своим. Тулус не позволил ему
сбежать и догнал его. Он вырвал казаха из седла, подмял его под себя. Поехав к своим, он отдал Чагу-бека как добычу своему народу. Увидев такую храбрость и силу, кыргызы не осмелились сразиться с Тулусом. К счастью, наступили сумерки, поэтому поединок был прекращен, и обе стороны разошлись на ночлег. На следующее утро на рассвете поединок продолжился. От калмаков на бой снова вышел Тулус. Понимая, что никто не сможет победить его, кыргызы решили выпустить против него Манаса. Согласившись с ними, богатырь оседлал Аккулу и отправился на Майдан. Увидев его, Тулус начал издеваться над кыргызом. «Это ты, Манас?» — крикнул он. «Бессовестный, хитрый кыргыз! Тебя привела ко мне твоя смерть! Приготовься сдохнуть, бродяга Брут!» Манас пришел в ярость от этих слов. «Чтоб тебе провалиться!» — выругался он про себя. «Какой у него острый язык! Его слова задели меня за живое!» «Погоди, калмак! Даже если это мой последний бой, я обязательно одержу победу над тобой». Когда был дан сигнал о начале боя, Тулус, опережая врага, собрал все силы и ударил Манаса палицей по голове. По его расчетам, от такого удара мозг кыргыза должен был разлететься во все стороны, а сам он предстать перед Богом. Но все вышло иначе, чем он надеялся. Манас успел защититься, прикрыв голову щитом. От сильного удара у богатыря закружилась голова, но он остался жив. Чрезвычайно удивленный Тулус не успел прийти в себя, как взбешенный Манас ударил мечом по его правому плечу. Правая рука возгордившегося калмака была отрублена, и он остался только с левой рукой. Когда от невыносимой боли калмак завопил благим матом, Манас ударил Тулуса секирой и разрубил надвое. Взяв за удочку коня, отдавшего Богу душу калмака, богатырь спокойно вернулся к своей рати. Из-за наступивших сумерек дальнейшее проведение поединка было остановлено, все отправились отдыхать. Ранним утром следующего дня враги под грохот барабанов, пронзительные звуки флейт, горн встали друг против друга и решили продолжить поединок богатырей. Калмаки отправили на схватку огромного, как гора, горбоносого, смуглого богатыря Майнчебека. Он взял руку щит, выскочил на коне на середину Майдана. «Если ты Чанту, приходи ко мне!» — грозно крикнул Манас. Противостоять ему решил среднего роста, крепкого телосложения, светлолицый Чалыбай, сын Кулдура. Хотя он ниже ростом Чебека, не менее опытен. Богатырь, принимавший участие во многих поединках, верил в свою силу, смело выступил против великана калмака. Когда начался бой, Чебек опередил кыргыза, первым ударил его копьем. Чалыбай отбил удар и сам перешел в атаку. От сильнейшего удара копьем в грудь Чебек кубарем слетел с коня, упал на землю и отдал Богу душу. Кыргызы были восхищены такой удалью Чалыбая и криками стали поздравлять его с победой. Воодушевленный их похвалой, богатырь, горцуя на коне, стал поджидать следующего соперника. Раздраженным быстрым поражением богатыря, Акумбишим отправил Алакала, сына Тулуха, на бой. Маленький, худой калмак, будучи колдуном, понадеялся легко справиться с кыргызом. Поэтому он с громким криком ворвался на площадь. Когда началась битва, Чалыбай
ударил Калмака копьем. Алакалу отбил удар. Затем он нанес удар кыргыза длинным копьем, которое упиралось своим концом в седлу его лошади. Получив удар в правый бок, Чалывай испытал адскую боль и едва удержался на коне. Разъяренный богатырь ударом меча разрубил протянутое копье надвое. Несмотря на то, что остатки копья, которые не входили из его тела, мешали не только сражаться, но и дышать, Чалывай собрал все мужество и изо всех сил ударил копьем Алакалу. Калмак отбил удар щитом и от страха ускакал к своим войскам. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.